Два города-героя. Два народа. Общая история. 22 июня в 4 часа утра без объявления войны немецкие войска напали на Советский Союз. Так русский и немецкий народы, история и культура которых связаны значительно глубже, чем это может показаться, волей одиозных политиков, вновь были поставлены на разные стороны фронта. Последующие 1418 дней унесли жизни миллионов людей, принесли хаос и разрушение в города. Выжившие потеряли друзей, родных и близких, тех, кого любили, в кого верили и кого не дождались. Сегодня, спустя 70 лет с момента окончания Второй мировой войны, открыты все возможности для культурного диалога двух народов. Но насколько мы готовы к этому? Нет ли в русских или в немцах обиды или ненависти друг к другу в связи с прошлым? Можем ли мы смело сказать, что нас больше ничто не разделяет? Как вы относитесь к Германии и простым немцам? Прекрасно отношусь. У меня в роду были немцы, поэтому я прекрасно отношусь. В принципе, положительно простым людям. Вполне нормально. Спокойно, обычно, ничего необычного. Обычная нация, как и другие любые, как и наша. В общем-то, положительно. У меня там много друзей живет. Нормально? А вы? Отлично. Нормально. А вы? Положительно. Нормально, хорошо относимся. А вы? Как центр Тоже хорошо. Знаете, после прочтения книги Маркуса Суза «Книжный вор» я очень положительно к нему отношусь. Положительно. Хорошо, конечно, ничего против них не имею. Как вы относитесь к немцам и к Германии? Положительно. Я, например, их уважаю за трудолюбие, за чистоплотность. Например, не уважаю за полную переигранную историю, то, что Америка и Англия освобождала, а Россия шла вообще на второй, на третий план. И не признают нашу заслугу. Да. То есть к простым немцам вы хорошо относитесь? Вообще, это пусть он калмык, пусть он кто. К немцам. У меня друзья немцы. Просто я с ними работала, я с Ферганы. Их там очень много. Народ очень трудолюбивый, чистый, чистоплотный, порядочный народ. И мы, в принципе, дружили, у нас конфликтов не было. Простые немцы тоже страданули немало. Там же несколько исказили, так сказать, ситуацию немецкую. До сих пор разделена же она. До сих пор оккупационные войска там стоят. НАТО вы имеете в виду? Ну, конечно. Они же не вышли оттуда. Мы-то добрую волю проявили, показали себя и вышли. Оставили там немалое количество имущества. А чувствуете ли вы обиду или ненависть к немцам в связи со Второй мировой войной? Нет, не чувствую. Только к Гитлеру. Только Гитлер. Все. Чувствую. Нет, по той причине, потому что война началась из-за одного человека. По сути, народ не виноват. Я думаю, испытывают, но совсем маленькую. А почему? Поскольку они же не совсем виноваты. То, что творили их предки, это не их же вина. К самим немцам? Нет, не чувствую. Молод я, чтобы ее чувствовать. Ненависть тоже смысла нету. Была война, главное, чтобы потом ее не было. Чуть-чуть. Абсолютно нет. Что ты добрый? Нет, почему я должен чувствовать? Все хорошо. Нет, абсолютно. Нет. Ни капли, потому что, так получилось, то, что из-за политиков и пришлось воевать. Да, они же не виноваты, что тогда был такой строй. Люди хотят всегда жить, и они сами же войной на нас не пошли. Нет, не чувствую. Нет. Нет, немцы, как никто другой, ответили за все свои последствия, они понимают, они признают это. Соответственно, нет, они молодцы в этом плане. Как ты думаешь, люди, которые сами добровольно вступили в ряды нацистской армии, они должны нести ответственность сами? Это не вина Гитлера, это их вина или все-таки его? Нет, это все-таки, наверное, их не вина. Ведь каждый человек поступает так, как ему благорассудится. Как к ним стоит относиться? Таким, конечно, отрицательно. Они целенаправленно открыли войну. Я думаю, свое наказание они уже получили за это. Потому что большинство были повешены, в общем... А те, кто выжили, какое наказание? Я думаю, их совесть мучает сейчас, в данный момент. И я думаю, они спокойно жить не могут с этим. У них не было примеров в то время, потому что это было... фашизм только зарождался как направление, для них это было новое. И нельзя было понять, что хорошо, что плохо. Их, грубо говоря, просто убедили в том, что нужно так делать, и это правильно.
и люди поверили. Он выполнял свой священный долг. Он присягу принял. Я сейчас не военно обязан. Скажут, я буду защищать свою родину. А наши дети в данный и момент буду стрелять, говорят, скажут. идите защищать свою родину. Идут в Чечню, идут в Афган. А вот чувствуете какую-то обиду или ненависть к ним в связи со Второй мировой войной? Немножко, как бы есть. маленько, да. Обида больше? Или ненависть? Не, как бы больше скорбь к тем людям, которые умирали. Ну, ребята, Вторую мировую войну были фашисты. Фашисты, немцы, я считаю, две разные нации. Фашистами были и люди из других народностей. Нет, мы просто чисто по-человечески дружим, как говорится. Даже не знаю, как сказать. Но сейчас война идет на Украине, да, между Россией и Украиной. Воюют не люди, не сама нация, а воюют вышестоящие, там, руководство, президент, руководители, скажем так. Поэтому именно к нации я вообще как бы никаких претензий. Война, конечно, это плохо, но я думаю, идут воевать люди немножко слабые, которые поддаются влиянию. А как вы думаете, испытывают ли немцы вину за Вторую мировую войну и Гитлера? Я думаю, его современники, да. А нынешнее поколение? Ну, может быть, частично. Ну, мне хотелось бы, чтобы они испытывали. Я думаю, нет. Я думаю, нет. А вы? Тоже думаю, нет. Наверное, испытывают. Часть, наверное. Кто-то радуется, люди разные. Да, я знаю, что испытывают. Ну, я думаю, отчасти, да. Ну, не все же немцы тогда были фашистами. Многим это не нравилось. Поэтому я думаю, что если им и стыдно, то совсем немного. И некоторым. Ну, старшее поколение, да. А молодое, не знаю. А как вы думаете, они чувствуют вину за эти события? Думаю, да. Нет. Не чувствуют? А это плохо или хорошо, что они... Ну, понимаете, в чем дело? Это все абстрактно. Чувствуют, не чувствуют. Какое-то чувство ответственности есть за это? Есть. Ну, вот смотрите, мне кажется, вот, например, взять там 1000 людей, да? Из них какой-то процент, конечно же, чувствует. Мы все разные, каждый по-своему. Да, конечно, чувствуют. Не только чувствуют, а корят себя. Помнят ли они эти события? А хорошо ли они знают их? Ну, я думаю, что хорошо. Думаю, нет. Да, они в курсе всего происходящего, да. Думаю, что нет. Я думаю, да. Говорила с некоторыми немцами, они говорят, что они просто не помнят об этом. Я думаю, им рассказывают. Вопрос, в каком ключе, но для этого нужно в их школе отучиться. Да. Каждый человек должен знать свою историю. Я считаю так. Да. Я думаю, да, у них же много музеев и всего прочего. Ну, так как мы знаем, что историю пишет победитель, то все-таки они, думаю, понимают так же, как мы. Ну, в какой-то мере, конечно, не на 100%. Я думаю, конечно же, они хорошо их знают и помнят. Ну, думаю, нет. И думаю, что, возможно, многие не знают, в чем было дело. Ну, так же, как и все народы знают свою историю. Кто-то хорошо, кто-то не очень, в зависимости от конкретного человека. А как вы думаете, они вообще хорошо знают события Второй мировой войны? Они об этом достаточно много говорят? Или у них это все-таки замалчивается скорее? Я не думаю, что полностью все германцы не понимают, что было во Второй мировой войне. Ну, в их стороне как бы несколько сглажено. То есть вот наш учебник даже искаженный. И то посвящает там большие главы, так скажем, этим моментам. Войне особенно. А у них так гладко проходит это, то есть поясняют младшему поколению не в полных красках, так скажем. Вообще в черно-белом цвете. Не знаю, я думаю, они про это вообще пока не говорят. Хотя, может быть, они, собственно, там, празднуют или, может, скорбят. Стоит ли им поддерживать память об этих событиях? Или лучше об этом забыть, как о неприятном? Нет, здесь обязательно надо помнить. Здесь дань просто нашему народу, который выстоял такую войну. Это вот сейчас вот я говорю, у меня прямо что они пережили, аж дрожь по коже идет. Вот это вот такое состояние, это такой массовый героизм. Ведь детишки маленькие, 6-7 лет стояли за станком, чтобы... Ну, дети делали самолеты, делали гранаты. Это дети на этих подставочках, все, из них спрашивали, как со взрослых. Это героизм народа. Это
Наверное, это нельзя забывать ни нам, ни немцам. Нет, конечно. И там детям досталось тоже все равно. Мы дети земли все. Как вы думаете, следует ли немцам испытывать вину за эти события? Я уверена, да, что следует. Ну тогда и нам надо тоже испытывать вину. Я думаю, нет, нужно просто помнить. Ну, определенная память и осознание этого должно быть, несомненно. Скорее не вину, а просто не повторять ошибок. Знать, что, как и почему произошло. Но не только им, а и нам тоже, чтобы у нас такого же не случилось. Ну, мы за прошлое не в ответе. Самое главное, чтобы сейчас не было войны. Нет. Почему? Потому что они в этом не виноваты. Это просто вина того времени и того человека Гитлера. Я думаю, нет, потому что они ни при чем. Это совершенно другое поколение, и они к этому не причастны. Мне кажется, следует. Следует? Да. А почему? Ну, хотя бы даже большое чувство вины у них должно быть за то, что их предки что-то вот такое сделали, такую массу людей уничтожили. Думаю, только тем, кто жаждал крови, тем да, конечно, а обычным людям нет. Ну, я считаю, что не стоит, потому что, ну, наши, в принципе, тоже много где воевали, и в Финляндии, как говорится, но мы не испытываем из-за этого вину, правильно? И также, я думаю, не стоит новому поколению испытывать вину за это, потому что это прошло, и они в этом не виноваты. Нет. Нет. Не следует. Почему? Ну, тогда придется французам испытывать вину за Наполеона, а американцам за Обаму. Ну, весь мир должен нести груз за это и чувствовать вину, чтобы не повторять таких ошибок в будущем, чтобы не было войн, люди не гибли, а жили в мире. А как вы думаете, стоит ли им чувствовать вину вот за это? Ну, может быть, вину не стоит им чувствовать, но они должны помнить, что была война, и по-другому поступать. И с учетом того, что сын не в ответе за действия отцов, я думаю, что внуки должны уважать в данный момент Россию. А то, что сделали их деды за это ответили, я думаю, ответили неплохо. Я, наверное, сейчас такое скажу, но это мое личное мнение. Мы видим так информацию, да, на нас напали, и все, они немцы, там, как сказать, нацисты и все такое. А как там было на самом деле, я не могу знать. Понимаете? Многие считают, что они правы, потому что у них так информация была и предоставлена СМИ, там, да, а мы считаем, что они не правы. Возможен такой вариант, что и не совсем-то они на нас нападали. Ну, это грубо, конечно, с моей стороны такое говорить, но я не знаю, правда, я не могу судить. Стали бы вы в разговоре с немцами припоминать ему эти события? Я думаю, это не тактично. Я думаю, нет. Если бы только разговор не зашел бы на эту тему. По обстоятельствам, но я думаю, да, стало бы. Нет. Я думаю, нет. Не надо. Не надо. Нет. 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 Нет, я знаю, что для них это очень больно, потому что я общаюсь с немцами. Нет, я бы, наверное, не стал. Зачем ворошить прошлое, тем более, если он в этом даже не виноват. Если он даже не знает, зачем Гитлер это делал, может быть, даже и знает, но он не может ответить за его поступок. Так что зачем ему об этом напоминать? Когда бы не стало. Почему? Я так думаю, что это личное чувство, личная ответственность, вот внутренняя ответственность каждого человека. И вот если я начну напоминать, ну, вот я считаю, что это некорректно. Если это достаточно дружеское общение, то в качестве обсудить, почему бы нет. Но не в контексте агрессивном. А только если в качестве шутки. Вы имеете в виду как укор, да? Да, да. Наверное, нет. Почему? Ну, это низко, мне кажется, с нашей стороны. Ну, в рамках шутки. Несерьезно. А в качестве укора? Нет, конечно. В качестве укора нет. А в качестве чего? Ну, в качестве беседы для разговора. И если бы человек мне показал своим отношением, что да, он как бы за Гитлера был, и что ему все это нравилось, тогда, конечно, бы укор после этого с моей стороны был бы. Не знаю, это глупо, это каждый народ может кого-то укорять. Ну, я думаю, что у каждой страны есть какое-то время, когда был какой-нибудь президент, диктатор или что-то еще. Наверное, правда, нужно уметь извлекать уроки, а не пытаться повторить их. Ну, повторить эту историю, что мы сейчас делаем. А вот стали бы вы в разговоре с немцем упоминать про события Второй мировой войны? Нет. Почему? А смысл? Это сотрясать воздух впустую. А если просто обсудить историю? Просто обсудить, узнать, какое его мнение,
Да, конечно, мне это интересно. Если это будет русло конфликтное, то я, конечно, не буду продолжать разговор. А так, послушать мнение, мне очень интересно. Ну, как я вас правильно понял, что войны — это вообще результат скорее пропаганды и деятельности властей? Да. Ну и народам они не нужны. Причем, да, и я вам хочу сказать, это такая тонкая пропаганда, и мы не знаем правды. Мы не знаем правды. Мы думаем, что мы ее знаем. А на самом деле, как оно на самом деле есть, мы никогда и не узнаем, мое личное мнение.